Мелкий, бункерный, прожухлый диктатор Путин разбрасывается ультиматумами и чужими самолетами. Какая ответственность за все это будет и что на него ждет в ближайшем времени, поговорим прямо сейчас. Ирина Узлова меня зовут. Это прямой эфир Ютуба 24-го. Марк Фейгин вместе с нами, правозащитник, блогер. Марк Захарович, здравствуйте. Искренне рада вас видеть. Рад приветствовать всех зрителей 24-го канала. Скрепы и вранье прут изо всех щелей в Российской Федерации, и все это уже, по всей видимости, готовится к голубому огоньку. Туда даже Киркорова, который все не в ту дверь входил, пустят, но это другая история. Но вот там подготовились, скрепненько Санта-Клаусов сбивают, а не только азербайджанские самолеты. Давайте мы кратенько посмотрим один ролик, который фигурирует в актерском и другом, видимо, высококультурном пространстве России, и вернемся к обсуждению. Here are your presents! Happy New Year! Holy shit! Все? Все. Цель уничтожена. Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом! И тебя, дед. Всех с Новым годом. Ну, такое, кажется, что дна, которое можно пробить ниже, уже не осталось или еще есть, учитывая, что это все выходит на фоне сбитого российским ЗРК азербайджанского самолета с гражданскими людьми. Одно с другим связано напрямую. Не, ну, понятно, их и Дед Мороз, так сказать, милитарный, да. Но действительно в контексте сбитого Эмбраера азербайджанских авиалиний, ну, как бы это выглядит драматично и одновременно жутковато. Потому что, ну, с такими людьми я вообще не очень понимаю, так сказать, нормально это... Зачем вообще приземляться туда, летать над территорией России, потому что всегда чревато чем-то вот подобным же, что случилось с азербайджанским бортом. Но уже практически официально азербайджанская сторона заявила, сейчас пока самые первые выводы о том, что это воздействие извне было на самолет. Хотя мы все уже все понимаем, что это средства ПВО просто взяли и сбили азербайджанский борт. Тут уже никаких сомнений не остается, достаточно свидетельств, которые получены, ну, объективных, то есть видеокадры, изрешеченные хвостовая часть самолета и так далее. Но смотрите как. Ведь важна реакция. Да. Ну, дежурно они извинились. Да? А вот Дед Мороз и вот вся вот этот ролик с ракетами, избитым Санта-Клаусом, это же как бы демонстрация. Вы думаете, в России кого-то дернет, кого-то это затронет? Ну, сбили, убили там и так далее. Вообще совершенно нет, потому что атмосфера именно такая. То есть мы, к сожалению, должны констатировать, что это, ну, соответствует настроению внутри России, где да, надо сбивать, а что, сбили, ну и нормально, ну и ладно. Вот. Там, что касается самолета, при всем цинизме, ну, вот, который демонстрирует российская пропаганда и вообще российское общество в целом, я бы не отделял в данном случае, поскольку, ну, конечно, есть люди, которые против, которым это все не нравится. Их много, их, возможно, миллионы, но мы-то их голоса не слышим, мы этого голоса не знаем. Вот. Да. А что мы видим? Мы видим, что не просто самолет-то сбили средствами ПВО, они его еще и выгнали с территории Российской Федерации, он через Каспий полетел в Октаву. Сбитый ими же самолет полетел куда-то там в Октаву, на запасной аэродром. Сейчас это выдумывается, что это были варианты, предлагалось в другие аэропорты сесть внутри самой России. Вот. Но я подозреваю, что все-таки там действительно сработал такой эффект, значит, снятие с себя ответственности, действительно, полетел в Каспий и утонул там в море, а пока разберутся. Я не верю в то, что это было как бы стандартное дежурное поведение там, диспетчеров, там, указаний, в таких случаях инструкций, каких-то стандартов. Я уверен, что здесь сработало то, что, несмотря на то, что Росавиация заявляет, предохранительный способ снимать с себя всю ответственность. Это не мы, ничего не знаем. Да? Поэтому при такой атмосфере в обществе, чего удивляться, что такие вещи происходят. Вполне себе. Ну, ничего удивительного.
Да-да, хотели концы в воду, по всей видимости, в прямом смысле. Просто этого слова не получилось. А пилоты ответственные, и, как говорят и наши летчики, что пилотов учат в первую очередь думать о жизни людей и пассажиров, делать все возможное, а им как уже повезет, что это даже не подвиг, а такая работа, они ее и выполнили, ну и подвиг тоже. А вы правы, Марк Захарович, действительно официально уже Азербайджан реагирует. Министр транспорта Азербайджана заявил о необходимости установить тип оружия, повредившего самолет «Азал». А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил о необходимости устанавливать, из какого оружия был подбит самолет. Тип оружия, примененного в результате этого вмешательства, будет определен в ходе следствия. Да и азербайджанский Азербайджан Airlines, как пишет нам Reuters, да, тоже сообщает о том, что и по словам людей, находившихся на борту, и по результатам повреждения, по предварительным данным следствия, видно, что было вмешательство внешнее и повреждения. Как это повлияет на взаимоотношения в более стратегическом, да и тактическом плане между Россией и Азербайджаном? Ну, во-первых, это в целом повлияет на вопрос безопасности полета на территории Российской Федерации. Мы видим, одна за одной авиакомпании отказываются летать на территории России. Тем более, что действительно странно. Вот над Украиной бесполетная зона. То есть, получается, Украина заботится о иностранных бортах, которые, если вдруг, не дай бог, где-то появятся, их могут сбить ракетой или другими средствами, которыми Украина обстреливается. То есть, для Украины это значение, получается, имеет. А для Москвы, которая, ну, естественно, раз она вовлеклась в войну, что ж она хотела, что по ее территории тоже летают и дроны, и другие средства, это как бы роли не играет. Продолжайте летать, как ни в чем не бывало. Ну, мы, кстати, такое много раз видели вот с Крымом. Да? Крым такая же точка, значит, опасная с точки зрения ее цели как военной, а там курортные сезоны, приезжаете, здравница Крыма и все такое. Ну, то есть, это в самую последнюю очередь думают о людях, прежде всего о пропаганде. Последствия, безусловно, будут. Если вы видели, там уже какой-то из депутатов парламента азербайджанского, ну, понятно, что Азербайджан – это авторитарная страна, понятно, там это все проправительственное, но тем не менее, уже заявляет о том, что, собственно говоря, вы должны принести извинения именно не за саму авиакатастрофу, а за сбитый самолет. Возьмите на себя ответственность. То есть, он, другими словами, пытается сказать о том, что хватит придуриваться и ждать там, ой, пока официально расследование или чего-то. Возьмите ответственность. Вы-то прекрасно знаете, что вы используете средства ПВО. Специально, не специально, это потом разберется следствие. Но вы-то точно там, в России, знаете, что вы сделали. Но глупо говорить, что они не знают. Ну, это смешно. То есть, давайте ждать, пока проведут все экспертизы, расследования, там, обшивку самолета проверят, допросят пассажиров, там, посмотрят остатки этой шрапнели, если она угодила в фюзеляж и так далее. Но это займет время, конечно. Это, безусловно, следственные действия, там, которые требуют времени. Но можно было бы уже сейчас взять на себя ответственность, сказать, ну, мы сбили, ну, вот так случилось. А будут упираться до последнего. Потому что у этого будут последствия, во-первых, материальные. То есть, и пассажирам, и самому авиакомпании, ну, нужно возвращать деньги, причем это не копейки будут. Понятно, что они справятся, денег у них, как говорится, как у дурака махорки, но есть и политическое последствие, при котором, ну, как это так? Значит, вы сбиваете борт, упираетесь, молчите, ждете, для того, чтобы что? Понятно, что это не может конвертироваться в разрыв окончательно отношений между Баку и Москвой. Но, безусловно, азербайджанское общество, оно же отреагирует на вот это безразличие. Несомненно, там погибли люди, погибли вон стюардессы, погибли молодые и так далее. За что, почему? Взяли их, обстреляли, понимаете? Вот. А, безусловно, будет общая реакция. Ну, и плюс будут последствия для определения международными авиационными разного рода организациями вообще вопрос о безопасности полета на территории России. Возможно, что надо небо перекрывать. Европейские компании в основном-то, в общем, не летают на территории России, не прилетают в Россию, не пользуются ее портами. Видимо, время пришло и для азиатских, или там, я не знаю, кавказских, других любых компаний, инорегиональных, отказаться от полетов на территорию России и в Россию, и над Россией. Потому что опасность того, что тебя просто возьмут и собьют под предлогом, что мы тут боремся с украинскими средствами, там, дронами или чем-то еще, но она значительно возрастает, понимаете. Вот я, например, на своем канале, вот мне пишут люди, что постоянно эта атмосфера напряженная в аэропортах, в других местах, когда люди летают, даже на поездах ездят, она все время присутствует. Потому что, ну, во-первых, видят дроны.
множество людей видит летающие дроны. Ну, видимо, украинские дроны над территорией Российской Федерации. Кто и делал, из разных регионов причем. Мне вот из Самары, из моей родной, говорили, мне об этом из Татарстана писали, мне из других мест писали. То есть, сама атмосфера не позволяет, да, значит, ощутить, что это вообще безопасная территория, и тут можно безопасно пользоваться самолетами, летать куда хочешь. Тут своих же могут сбить, так же точно. Россия в войне, и все эти вещи, безусловно, поскольку она сама ее затеяла, ее не Украина затеяла эту войну, никто другой ее затеял, сама Москва, Путин ее затеял, и теперь пожинает плоды этого. Но плоды-то должны точно быть. Для этого нужно волевые решения международных организаций, ЯАК, там, который будет заниматься расследованием всем остальным, ну, видимо, поскольку все-таки это международный акт сбития иностранного самолета, это не внутри российская история. Ну, наверное, какие-то выводы будут сделаны, и я думаю, они должны быть сделаны. Территория России должна быть исключена из территорий безопасных, над которыми могут осуществляться там полеты иностранных компаний. Мне кажется, что это уже очевидно. Да-да, Марк Захарович, действительно, поотказывались и израильские авиалинии, и казахстанские, и, собственно говоря, Азербайджан Airlines. Но пока, что мы видим, все говорят, ну, неделя, ну, там вот на месяц, ну, ненадолго. То есть, я не уверена, что это будет продлено и дальше. В то, что перестанут летать в Россию рейсы, возможно, только если уже действительно будет какое-то давление и влияние, возможно, не только и Азербайджана. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, если Россия продолжит распространять ложь, и вспоминает MH17, к слову, очень резонно и логично, да, то это будет все так же. Если не будет усилено международное давление на Москву, а виновные привлечены к ответственности, то как раз это безнаказанность, ну и дальше будут сбивать. И не один. Это же была не первая и не последняя атака на Чечню, и не только на Чечню, но это же война возвращается на территорию Путина, как же ж тут иначе. Я не вижу никакого международного давления, а оно будет, и кто еще может здесь повлиять? Понимаете, какая штука? Ну, повлиять может международное сообщество, потребовав Москву прекратить войну. Это же очень легко сделать. Давайте прямо говорить. Связано ли все, что происходит с войной? Конечно. Войну затеял кто? Кто? Марсиане, что ли, затеяли? Ее затеяла Москва. Сейчас широко обсуждается возможность перемирия, прекращения огня, ну, варианты, так сказать, того, чтобы стороны прекратили обстреливать. Так это Москва и должна сделать. Я вот часто слышу, что почему-то Украина должна что-то там инициировать. А с чего она должна инициировать? Она никого не нападала. Украина ничего не делала, жила себе и жила. Почему это она должна что-то инициировать? Вот тоже интересный аспект. А потому что она типа слабая, и потому что Москва наступает. Понимаете, вот логика такая. Так нет же, международное сообщество по-другому должно рассуждать. Оно-то, в отличие от Москвы, не отказывается от международного права, от всех этих признаний, суверенитета страны и всего остального. Она должна потребовать от Москвы, прежде всего, чтобы они прекратили боевые действия, тем самым обеспечив в том числе и безопасность полетов как минимум. Понятно, что в такой ситуации это не решающий фактор. Но если это все будет продолжаться, с чего бы это безопасным быть? А Россия худо-бедно занимает 1/9 часть суши земной. Гигантская страна, над этим пространством летают самолеты в разные стороны и так далее. Понятно, повторяю, что это не приоритет. Что война не прекратится только потому, чтобы безопасно летали международные там, иностранные компании над территорией России в одну и в другую сторону. Нет. Но, как бы, понимаете, тут проблемы, там проблемы. И все это связано с решением одного единственного человека Путина продолжать войну. Ну, есть у международного сообщества эти рычаги ее прекратить. У США есть, у Запада есть. У других стран есть. Конечно, есть. А почему их нет? Есть, безусловно. Мы имеем дело с безответственной совершенно властью в России. А с чем еще? Она может продолжать войну бесконечно. Вот они же хотят воевать, затягивая, там, кричат про то, что они и 10 лет, и 20 могут воевать. Ну, то есть, это будет вечно продолжаться. В том числе и небезопасность полетов, таких гражданских бортов. Так что здесь нужно, чтобы призвали к ответу, а это сделать могут те, кто сильнее России. А такие есть. И если они будут проявлять волю, то вопрос этот может решиться. Я не говорю, что он решится, но он может решиться. Но если ничего не делать, так все и будет продолжаться. Война будет уносить в том числе и совершенно посторонних, невинных, не имеющих отношения к этому всему, там, азербайджанцев или любых других, какая разница. Это не коснется всех. Вот. Это коснется всех. Как раз о сильных или тех, которые пытаются ими быть, и поговорим, конечно. Ну, из того, что видим и сейчас, что Путин, Лавров и эта вся комарилья вокруг говорят, конечно, одно.
они будут продлевать, 25-й продлевать, мы можем, СВО, цели, мир нам не нужен. Лавров говорит, что перемирие это путь в никуда, значит, Путин тоже выходит и говорит, что, значит, у него все, орешники у него есть, будут изготовляться, запускаться, что ему НАТО ни сейчас, ни сегодня никогда не надо. ЕСВИ уже, конечно, капитан очевидности, как всегда, говорит, Американский институт изучения войны, Путин посылает месседжи, что он отклонил еще в ноябре предложение Трампа, что тоже не исключено, конечно, если разговор был. Что мы видим от Трампа? Пока ничего, пока ждем Кита Келлога, ждем инаугурации. Но одно очевидно, Путину нужна, наверное, уже даже не заморозка, а просто такие капитуляции. Наша полная, ему, наверное, все равно, что скажет и будет предлагать Трамп. А какому другому сценарию и надо ли нам к другому сценарию, если не будет давления и ультиматумов со стороны Трампа Путину, нам надо готовиться. И вы вообще видите какое-то решение со стороны Трампа, пусть не за 24 часа, а хоть за 240 или 24 дня или 24 месяца? Но что касается отказа Путина в ноябре, это было очевидно. Мы об этом много раз говорили. Почему должно было что-то поменяться в его желании капитуляции Украины и захвата ее с приходом Трампа? Почему это должно поменяться? Это Трамп так считал. Вот Байден, он то ли был слабовольный, то ли не так вел политику, и война продолжалась. А вот он придет, и сразу все закончится. Знаете, в таких иллюзиях пребывать имеет право. Предвыборная кампания, красное словцо, за один день все прекращу. Но мы-то понимали, что он ничего не прекратит. Потому что имеет дело с Путиным. И как бы пояснять раз за разом в течение даже этих 2,5 с лишним лет войны о том, что из себя Путин представляет и каковы его настоящие намерения, слушайте, по-моему, общее место все и так все уже должны были понять. Те, кто не понимает, должны бы сейчас уже отрезветь от того, что происходит. И, в общем, отдавать себе отчет о том, что с Путиным они не договорятся. Потому что Путин не желает ни о чем, ни с кем договариваться. Вот это важный тезис, который нужно усвоить. И с него исходить. Что Путин собирается продолжать войну и добиться так называемых целей СВО путем полного захвата Украины. Неважно, как это будет распределено по этапам, как это будет реализовываться, но цель его стратегическая именно такая, а не другая. Все, кто говорят обратное, либо за деньги Кремля это делают, либо по глупости по своей. А я таких слышу. Что нет, Путин бы с удовольствием остановился посередине. Не собирается он сейчас остановиться посередине, если не будет фактора давления на него, которое будет неотвратимым и настолько сильным, что у него не останется другого выхода. Это в основном военные факторы, на самом деле. Не политические. Будем честно говорить, это военные факторы. Все политические инструменты были задействованы, они никакого результата не дали, что очевидно. Теперь, что касается, как будет вести себя Трамп, какие у него варианты ассоциации. Вот если мы исходим из того, что Трамп уже услышал эти отказы, по-моему, не один раз. На большой пресс-конференции Путин сам, что там Лавров, он четко, ясно сказал. Мы, говорит, готовы к компромиссам. Отлично. Мы готовы к переговорам. Да замечательно. А потом говорит, на базе Стамбульских соглашений и ситуации на земле. Значит, нет, не готов. То есть, перечеркивается все предыдущее сказанное. Потому что никаких Стамбульских соглашений нет. Никто там ни с чем не соглашался. Очевидно, что никаких приостановок в войне или прекращения огня быть не может. Потому что о чем мы ее приостанавливать, если они наступают? Вот если бы они отступали, тогда бы, наверное, Путин больше был бы расположен такие переговоры вести. И то большие вопросы. Война ведется в основном на территории Украины, что там маленький плацдарм на территории Курской области. Он, кстати, убежден, что он выдавит украинские войска до 20 числа, до инаугурации в Сумскую область. Но это другой вопрос. Но в конечном итоге Трамп должен исходить из того, что ему придется столкнуться с отказом Путина. А значит, у него 3 варианта поведения. 3. Первый. Это сказать, знаете, я ведь помимо того, что обещал прекратить войну, я сказал, тот, кто будет этому препятствовать, тот и пожалеет. Если Украина будет этому препятствовать, значит, она лишится поставок вооружений Соединенных Штатов. А если Москва будет этому препятствовать, что сейчас и происходит, тогда мы Украине дадим все, что ей необходимо, и даже больше, для того, чтобы военным путем добиться того же мира. Красиво звучит, и это первый путь. Второй, это полная самоизоляция, устранение от ситуации. Сказать, я попытался, я такой миротворец, я все, что мог, сделал, но не получилось. Значит, пусть теперь этим занимается Европа. А я умываю руки и занимаюсь своими внутренними американскими делами. Такой изоляционистский вариант. Может он на такой пойти? Скорее, вряд ли, но почему нет? То есть, у него такая опция, безусловно, у Трампа существует. И третий вариант, который самый опасный, как это ни странно.
и признаки которого могут проявиться очень скоро, что он к нему может прибегнуть. Он может встретиться с Зеленским, даже приехать в Киев, там, не знаю, хотя он собирается, Трамп, встречаться с Путиным. Келлог может челночным проехаться до него. И сказать Зеленскому о том, что, Володя, я тебя, конечно, уважаю и люблю, но ты видишь, это не соглашается. Что делать? Делать нечего, войну надо прекращать, ты сам видишь, вы сильно не выдержите, долго не выдержите. Давай вы уступите. Давай Украина уступит. Вот все, что он требует, ну, не все, но значимую часть для того, чтобы хотя бы как-то войти в миротворческий процесс. Переговоры там и так далее. Очень скользкий вариант, такой, знаете, противный вариант. Ужасный, да. Но, понимаете, это и будет делаться не потому, что вот пренебрегают Украиной и хотят ее падения. Ну, давай типа схитрим, давай что-нибудь придумаем. Давай вот сейчас Украина начнет двигаться на его требования, а мы там дальше, мы чего-то, понимаете? Да, ну, это мы уже все видели. Дальше чего-то, и давайте подождем, или да, ну... Ну, а дальше у него остается только первых два варианта, которые, ну, вот я повторяю, средний вариант, второй, при котором он самоустраняется, умывает руки, он такой, знаете, не самоочевидный, но он тоже может быть, то есть взять паузу. Вашингтон. А тогда первый вариант, больше не остается. Если не давить на Украину, тогда а что? Ну, дать томагавки, и все. И на этом как бы... А вот тут уже, пожалуйста, вот тут уже смотрите, что будет. А вот мне почему-то кажется, что второй вариант будет тоже невыгоден Трампу. А почему? Потому что незадолго до его инаугурации припрется президент Ирана в Россию подписывать договор о стратегическом сотрудничестве. Да. С КНДР уже все подписано, солдатики, да, пусть они тоже 200-е, груз-200 мы вместе, легко уничтожаются, но тем не менее они есть, оружие оттуда есть, да. И Си Цзиньпинь приедет. И то есть вот эта часть мира, которая тоже хочет показать себя большими геополитическими и военными завоевателями, она же будет против Трампа идти, а он такой вот даже вот вопрос в Украине решить не может. А что же он тогда будет им, как апеллировать и им противостоять? Ну, вы резонно рассуждаете, я с вами совершенно согласен. Но просто это точно усиливает противников Америки и американоцентричного мира. Это абсолютно точно усиливает, потому что это дает им шанс на то, что, оказывается, в чем-то они готовы отступиться, дать слабину. А если дать слабину там, то почему это нельзя сделать на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, в других. Да, он из-за Панамского канала. Вот Трамп заявил, что мы, говорит, обратно взяли. Да почему заберем? Потому что там китайцы всем уже верховодят в этом Панамском канале. Там причина-то вся та же геополитическая, а не в этих панамцах. Что о них говорить? То есть, да, безусловно. И я вам больше скажу. Я хочу сказать, что Трамп ведь не это обещал американским избирателям, ну и американскому обществу, и это элита, это истеблишмент, это глубина государства, это аппарат государственный, это политические партии, пресса, ну, все вместе, что составляет общество. Он же в период выборов говорил, это я прекращу, вот Байден он никакой, а я вот кремень. Но в случае, если он умоет руки и отстранится, или даже сдаст Украину, то есть, все, пусть Путин все забирает, во что вообще не верится, да, так он продемонстрирует свою слабость. То есть, он нарушит фактически и свои обещания. Он сам сейчас недавно заявил, что Украина и война там – это главный вопрос. Главный вопрос, которым он занимается. Там типа есть подвижки, я не вижу никаких подвижек, я вижу, что только все хуже. Но это другой вопрос. Просто он не это обещал. Ему придется отступиться и от собственных слов. Что, конечно, безусловно, в контексте, в общем, это проблематичная история. Весьма проблематичная история. Поэтому в той ситуации, которая сейчас сложилась, да, у Трампа диапазон поведения невелик. Но исключать в принципе ничего нельзя. Америка в принципе в геополитическом масштабе слабнет в последние десятилетия уж точно. Может быть, мы свидетели конца американоцентричного мира. Я не очень верю, но допустить все можно. Всякому мы были свидетелями. Если действительно не решить вопрос с Украиной, так сказать, как он должен был бы справедливо быть решен, то это вдохновит, безусловно, все эти страны-изгои, и Корею, и Северную, я имею в виду Иран, и других таких же, что победить-то можно. Причем, заметьте, инструмент военный в другой части света сработал абсолютно. Понятно, что Россия другой масштаб. Все. Посмотрите на Ближнем Востоке. Посмотрите сами. Несколько ударов, убийства, пусть там давление военное, обстрелы, военные операции, и результат налицо. Все.
Вычищено все. Вплоть до Башара Асада больше нету. Понимаете? Ну, такая роль прошиитских групп, прокси иранских. Где она? Что Хезболла? Ну, Хамас все-таки суннитская, другая ветвь, но все равно тоже получал помощь тотальную, решающую от Ирана и от Москвы. И все. Оказывается, военный инструментарий работает в комбинации с давлением политическим. И вот, пожалуйста, с те же Хезболлой, с Ливаном подписано мирное соглашение. Сделка. С Москвой тоже может быть сделка. Но для этого нужен военный первоисточник. Нужна помощь, прежде всего, решающим образом, когда они говорят мир через силу, они что предполагают? Сила-то это что вообще? Это что? Это понты, что ли? Нет. Это возможность создать условия, при которых Москва может проиграть. Только тогда она пойдет на уступки и пойдет на мир. Только если она может проиграть. Если она не проигрывает, зачем ей идти на уступки Москве? Вот такая конфигурация, такое уравнение сейчас. Многие, даже Бен Ходжес, к примеру, да, хороший наш друг, и который весьма реалистично сейчас смотрит на вещи, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, уверен, что все равно после 2025 года, если не ослаблет санкционное давление, если будет и военная поддержка Украины, что тоже, он говорит, как и мы, спрогнозировать, конечно, от новой администрации Трампа и новых людей вокруг более чем тяжело и до конца непонятно, но если все эти факторы сложатся, пусть даже не в быстром темпоритме, но вот таком, какой он есть сейчас, и удавка будет затягиваться вокруг Кремля, то Россия не сможет поддерживать войну после 2025 года. Мы можем делать, исходя из реалий на земле, в экономике, во всем остальном, в политическом, внутреннем секторе России, делать такие выводы тоже? Или все-таки у них есть еще зазор года на 3, как, например, говорит Роман Светан, военный эксперт? Понимаете, здесь невозможно точный выверенный прогноз, например, касающийся экономики. Например, давайте возьмем ее. И военной индустрии, конечно, связаны с этой экономикой. Делать точный прогноз, потому что мы ведь исходим из общепринятых стандартов и практики, которые макроэкономической, в оценке способности экономики обеспечивать потребности войны, политические потребности войны. Ну, то есть, грубо говоря, политическое руководство России, оно требует экономики, ставит перед ней задачу, вы должны обеспечивать нас необходимым уровнем военным и так далее, ну, он экономический в том числе и так далее, и все. А что там будет происходить с народом, инфляцией, финансовой стабилизацией, курсом валют и так далее, вообще не волнует. Понимаете? Ровно так выглядит постановка задач Путиным перед финансово-экономическим блоком правительства. Посмотрите, как крутится это, значит, глава ЦБ Набиуллина с ключевой ставкой и так далее. Но вот упускается из виду, что экономика, она, безусловно, ухудшается, так сказать, ее показатели ухудшаются, это очевидно. Он даже сам на большой пресс-конференции говорит, угрожающими темпами растет инфляция. Как удивительно, да? Но она будет расти, но вопрос, насколько терпеливым останется население. Готово ли оно, например, вот лакмус, к изъятию его средств, вкладов в банках. Что уже было такое в 20 веке, на позднем совке, таком, когда Рыжков покойный, будучи главой правительства, Горбачевского правительства, просто начали изымать вклады. Ну, фактически, они их там использовали. Это уже перекресток 89 года был, да? Когда уже экономика дошла до ручки, и вот они начали уже сбережения населения забирать, в общем, из банков. Может такое быть в России? Да, конечно, может. Но если один раз был, так почему это второй раз не может быть? Вот вопрос. Да. Может. Выдержит это население. Но правильно, но а население-то готово к тому, что вот у него возьмут и заберут эти вклады. Ну, понятно, что там кредитовать государство будут эти банки в обязательном порядке. Вытерпит. Готовы терпеть. Вот мой прогноз. Что она готова сказать, да, надо, но мы там... Вот вклады населения нельзя снять из банков, там, тра-ля-ля, да-да-да. Вот мой прогноз, да, они готовы. Вот так я считаю. Они же мечтают под елочку победу в СВО. Конечно, это данные Всероссийского центра исследования общественного мнения, которого нет, но тем не менее. Мы же понимаем, что они тоже частично релевантны действительности. Ну, безусловно, они, так сказать, отчасти... Понимаете как? Имперское сознание, значительно, если не большинство населения России именно им преисполнено, они живут отложенным днем.
Они живут вроде как, вот мы достигнем какого-то, это как коммунизм построить, понимаете? Вот мы вот захватим Украину, украинцы будут у нас рабы, у нас в домах будут подметать. Я огрубляю, конечно, но вот сознание у них приблизительно вот такое. Вот всех захватим, всех вот поставим на колени, все будут на нас работать, а мы ничего делать не будем, просто лежать будем, отдыхать. Понимаете? Так, я, понятно, огрубляю, но все равно в их представлении, что вот надо чуть-чуть где-то потерпеть, вот что-то такое не поделать, что-то недополучить, чтобы потом жизнью наслаждаться. Какой-то такой отложенной жизнью жить, понимаете? Это и психологическое, это и экономическое, если хотите, и социальное самоощущение. Что где-то там она, это другая жизнь, при которой нет ни войны, благополучия, у тебя тут социальные заботы нормальные, человеческие, там, дети, там, еще что-нибудь. Но вот сейчас надо потерпеть. Вот сейчас надо вот напрячь все силы, чтобы помочь государству, чтобы оно осуществило все свои задачи. Но приблизительно вот с таким как бы сознанием, безусловно, очень легко работать с нынешней властью. Ну, как бы она и без того в страхе держит это общество и так далее. Без возмущения масс никакие экономические проблемы не могут повлиять на войну. Вот это очень тоже важно. Коллапсирующая экономика, она будет опускаться в этом состоянии еще многие-многие годы. Понимаете? Ухудшающие советы дойдут до карточек, там, начнут распределять продукты. Ну, если встанет так вопрос, что промышленность там не справляется, неважно какая, легкая, пищевая, там, другая, с тем. Нужно, чтобы это недовольство, оно куда-то канализировалось, чтобы оно как-то выразило себя. И тогда последуют командные решения. А в противном случае, да, экономика будет падать и дальше. Будут ли они справляться с потребностями фронта? Ну, сейчас вот уже официальные цифры звучат, об этом даже украинская сторона заявляет, до 60% снарядов и мин, которые используют сейчас на линии фронта Россия, поставляется с Северной Кореи, с ее складов и с ее производства. Да, а у них там 200 заводиков, еще и обновленных, которые это все делают на территории Северной Кореи, которые живут под санкциями. Понимаете? А орешник, западные детали, пишет Financial Times. Да сколько же можно? Ну, я допускаю, что это все украдено, там какие-то составляющие, я не знаю, двигатели, еще что-то. Я не знаю, я не разбираюсь, это я не военный эксперт, но уверен, что они могут что-то украсть для того, чтобы слепить этот орешник несчастный. Но вопрос же там же остается, туда же. Ну, вот Северная Корея, это же модель. А что там люди, там кто-то думает о каких-то издержках экономики, ничего подобного. Они в концлагере горбатятся и все. Ну, и продолжают пусть горбатиться. Их что, спрашивают, что ли, северокорейцев, что там будут они работать или нет, их не спрашивают. Российское население стремительно идет в ту же сторону. Там достигло оно, скоро достигнет. Это уже там можно по этому поводу дискутировать. Но, в принципе, отношение и состояние, оно, в общем, к этому стремится. И поэтому внутренние факторы, именно экономические, не могут стать решающими. Они накапливаются, они помогают изменить ситуацию с войной, но они не решающие. Куда скорее я поверю в какой-то заговор устранения Путина, ну, по каким-то причинам, нежели в том, что вот экономическое нависание вот этих проблем, оно суммируется, как ком скатится прямо на голову Кремля. Мне кажется, так не стоит на это надеяться. Ну да, они же готовятся голубым огонькам, я там припоминала, вон радуется Филипп Киркоров, говорит, куда ж Ивлеева не будет, зато я буду звезда, без меня никуда, ни одно шоу снимают это все. И даже это такая внешняя оболочка и подача, что как будто бы все на самом деле по плану, и уверение и заверение Путина, что у него тоже все по плану, но продолжает, по всей видимости, работать. Ну да, пусть отменены разные фаер-шоу, потому что, говорит Элла Памфилова, почему-то она теперь за это отвечает, что, значит, фейерверки начинили мы, украинцы, взрывчатками, не покупайте их лучше. Но, тем не менее, это иллюзия того, что война совсем не пришла на территорию России, хотя прилетает каждый день, она там успешно продолжает создаваться? Но, понимаете как, иллюзия – часть пропаганды. Она тут не новое что-то, потому что в советские годы я сам свидетель, я родился в 1971 году, то есть я очень хорошо помню поздний совок, насколько картинка телевизионная, ну, картинка, которая пропаганда советская демонстрировала, различалась с действительностью. Действительность была вообще другой. Зазор вот этот в нынешней путинской реальности, он все-таки не такой значительный, понимаете? Там-то рисовали там победу чуть ли не завтра социалистической революции в США, процветание и благополучие, там, построение коммунизма и тому подобное. Вот это. А сейчас рассказывают про победу в СВО и, значит, победу над Америкой, Орешником и так далее. В это даже проще поверить, понимаете?
масштаб успеха, он куда более снизился. То есть, у них все сконцентрировалось, победа над Западом там, и так далее. Все в окончании СВО успешное, при котором они, значит, должны покорить снова Украину. Понимаете? Там они с Америкой сражались, тут они ограничиваются Украиной. И поэтому я бы сказал, что им легче эту картинку продавать. Понимаете? Легче с ней работать. Вот. Все, что касается богемы, которая обслуживает элиту, всех этих Киркоровых, Ивлеевых и так далее, ну, так они что? Они как бы пляшут, им сказали, дуди и пляши, они и пляшут. Вот. Они не являются ни личностями, ни людьми, ни самостоятельными какими-то значимыми культурными единицами. Они к культуре никакого отношения не имеют. Это такая же пропагандистская богема, пропагандистская культура, которая ценности не имеет. Это обслуга. Тут разделись, понимаете? тут оделись, да, тут переоделись, там переобулись, там. Абсолютно, так сказать, это наследства там нет никакого, ни культурного, ни и так далее. Даже в области эстрады, понимаете? Ну, как бы там ни было, мы говорим, что были личности там масштаба какой-нибудь Софии Михайловны Ротару, родом из Украины, кстати, которая оставила гигантский след. Гигантский след в культуре. Понимаете? Ну, Пугачева тоже этот след оставил. Может, это кому-то близко, кому-то не близко. Но отрицать это глупо. Что останется от Ивлеевой? Пусть мне кто-нибудь расскажет. Вот что останется от Ивлеевой и им подобных? Это кто вообще? Это что? Я сейчас даже не беру в расчет, так сказать, масштаб культурный, там, в принципе, литературы, искусства, там, кино, еще что-то. Не. Понятно, что это все свет-полусвет. Ну и что? Но обслуживать интересы они обслуживают. В новый цифровой век. Социальные сети, которые все заполонили, и продуктом там является, так сказать, собственное сумасшествие. Его продают очень активно и очень эффективно, понимаете? Чем больше ты дурак, тем лучше спрос. Вот эти люди опошлили, там сказать, унизили эту культуру до нельзя. Но путинская культура, она вообще пошлая. Она вся пошлая от начала и до конца. Ну, вот Дед Мороз с ракетой, это что, не пошлость, что ли? Такая же пошлость. Ой, да. Высоких образцов там искать не надо. Поэтому, ну да, они обслуживают. Но это происходит не из-за того, что они так сильно даже востребованы, а потому что это монополия. Вот навязали, сказали, вот этот будет с крашеной бородой, вам что-то такое рассказывать веселое. Вот вы должны смеяться в этом месте. И народец, он, в общем, потребляет это. Народец это потребляет, тем более, что его же уровень этого народца не так уж и высок. Культурный и другой. Не так высок, к сожалению. Увы, иначе бы они бы как бы задумались хотя бы над тем, что им просто продают. Вот. Ну и все. И иллюзию эту легко строить. Вот я о чем. Очень легко. Она не такая катастрофичная, как с коммунизмом. Знаете, строили коммунизм. То есть, худо-бедно, ну, какая-то такая полурынок. То ли рынок, то ли еще что-то. Вот. Какие-то элементы частной жизни, которые сокращаются. Но все равно они еще пока есть. И с этой точки зрения, то, что им эрзац этот предлагают, он работает. Вот. Советская мораль, она еще запрещала что-то. Ну, Ивлеева же не могла появиться в условиях там, советского голубого огонька. А сейчас это как бы можно. Поэтому народ даже более падок на такие вещи пошлые и так далее. Вот и все. Ой, Марк Захарович, еще о внешних некоторых игроках, или точнее, какую роль они вообще пытаются играть. Не знаю, я какой-то погорелый театр, что ли. Тут Путин вчера говорит Словакия, мирные переговоры там, площадка там, в Словакии. Сегодня министр иностранных дел говорит, да-да, мы не против, мы предлагали. А Петр Пеллегрини собрался, после того, как его премьер-министр страны ездит, ручкается, обнимается, целуется с кровавым диктатором, в Украину съездит. Но, правда, посмотрит, что там будет с газом. Конечно, так просто не приедет Петр Пеллегрини. А это вот вообще что за новый театр игроков великих перемирия несуществующего? А вот когда я услышал про эту Словакию, она, по-моему, вроде в Международном уголовном суде в юрисдикции состоит. Она же вроде ордер должна исполнять. Да. Или уже этот Международный уголовный суд вообще уже никого не интересует, но его все нарушают решения. Ну, а как? Монголия состояла, и Римский статут ратифицировала. Вот он приезжал в Монголию, они его не арестовали. Туркменистан, который, да, не ратифицировал Римский статут, но тоже он там побывал, и ничего, даже ни звука никакого. Теперь можно и в Словакии, оказывается, проводить переговоры.
Зачем-то было мутить всю эту историю с этими ордерами Международного уголовного суда, значит, преследование за военные преступления по статье 8 Римского статута. Это зачем все это делалось? Если вот так можно, игнорируя международное право и решение таких договорных международных юстиционных органов, игнорировать и, так сказать, проводить какие-то мирные переговоры. Ну, мирные переговоры можно на границе поставить стол между Финляндией и Россией и сесть и там поговорить в палатке. Никаких проблем нет. А почему его нужно в Европу обязательно приглашать? Это что, признание масштаба и влияния Путина и его выхода из изоляции? Понятно, что этот Фицо – это агент его чистый. Да? Понятно, по бабкам работает Типан. Он, кстати, бывший коммунист, так же, как руководитель комсомола Орбан. Мало кто знает, при кадре он там комсомолом руководил. Они тоже, знаете, не на парашютах спустились и не из тюрем политзеки вышли. С тех времен, еще советско-коммунистических. Такая же среда. Вся, так сказать, возможно, инфильтрирована, возможно, еще какая-то. Но публика это вся хорошо известна. Ничего в ней нового. То, что они материально заинтересованы прокачивать через Украину газ, чтобы там переторговывать, чтобы получать свой гешефт, тоже не новость. И то, что они, значит, скачут эти блохи агентурные, что из Венгрии, что из Словакии, предлагая себя и свои услуги, тоже не новость. Вот мне понравилось, понимаете, я к тому, что скачи, не скачи, да скачешься. Вот грузинская мечта скакала, а сегодня вот Иванишвили в американские санкции завели. И там еще в списке 20 фамилий. Ну, я так понимаю, все руководство грузинской мечты. Доскакались? Теперь денежки-то куда? Ну да, эти скакали, да. А там брать. А он, вы знаете, да, он гражданин Франции был, ну, он вроде типа снял с себя гражданство, но, говорят, не совсем. Он там братец, у них в Швейцарии какие-то активы там с этого Иванишвили Бедины и так далее. Ну, все, теперь уже как? Санкции, все, будут морозить, будут щемить. Но это лишний раз, кстати, доказывает, что в такой стране, как Грузия, там только силовой вариант имеет значение, все остальное власти они уже не отдадут. Это уже дураку ясно, они уже насмерть будут стоять. И Москва туда и войска ведет, но они уже не уйдут. Там уже только, так сказать, разбором окончательным это может достигнуть. Ну, а такая агентура, она просто-напросто работает по всем направлениям. Фицо создает условия, он же ездил с визитом межгосударственным, двусторонним визитом. Вот это же не просто там чего-то, там даже Орбан ездил по поручению, как он считал, как будучи исполняя обязанность председателя Евросовета, значит, годичного, Венгрии возглавляет, он ездил от имени как бы Евросоюза, хотя его никто не уполномачивал, но он прикрывался хотя бы международным статусом. А этот товарищ, представляя страну, входящую в Евросоюз, со всем набором наложенных санкций и всего остального на Москву, он поехал, значит, выяснять, как же ему газик получить, ну и, возможно, другие приходящие вопросы. Здесь, понимаете, бесполезно что-то там. Это нужна реакция, собственно, Евросоюза и надлежащих евроатлантических структур в отношении, прежде всего, таких политиков. Может быть, и санкции на них надо накладывать, на Фица, там, на Орбана. Ну, потому что, очевидно, их деятельность деструктивная и ведет к помощи противнику вообще европейского единства и западных ценностей. Ну, я так это вижу, все так это видят. Что будет делать уже Запад в этих условиях? Ну, давайте посмотрим. У них всегда есть возможность повести себя правильно. Что сказать? Ой, да, конечно, эти все друзья, товарищи и недруги наши, порой друзья, товарищи Кремля, конечно, поднадоели периодически. Ну что ж, мы, конечно, мы говорим, нам никакая Словакия не нужна как площадка, и отвечаем также таким вот предложением не очень дружеским. А Грузия, Марк Захарович, вы полагаете, что может Путин там распорошиться, так сказать, и помочь им в военном плане? Я говорила с Геловесадзе еще где-то день на 14 протестов, которые, да, уже больше месяца, с 28-го, почти месяц, завтра будет месяц, с 28 ноября они прекращаются на территории Грузии. 29 числа ультиматумы там угрожали чуть ли не выносить представители российской мечты Саломе Зурабишвили с ее президентского кабинета. Вы полагаете, что у Путина найдутся силы дать что-то больше, чем 40 танков, о которых говорил мне Геловесадзе, грузинский политолог? Говорит, что там мощи как бы военной не сильно много. И мы же видели, как Путин не помог Башару Асаду. А почему он вдруг будет помогать Иванишвили? Или тут им надо закрепиться? Знаете, здесь в чем разница? Там нет необходимости снова осуществлять военное вторжение, если у власти находятся союзные тебе силы. Не надо этого делать. Мы говорим о силовом оперативном вмешательстве в ситуацию. Оно, безусловно, уже имеет место. Я считаю, вот эти избиения
вне территории центральной площади, где проходят все протесты, представители прессы оппозиционной, да, представители политических партий оппозиционных. Это, безусловно, тактика, которую передала грузинским коллегам Москва. Мы это очень хорошо знаем, как это делается. Да? Очень хорошо это знаем. Я думаю, что там идет и, так сказать, помощь и финансовая, и административная, и оперативная, и помощь спецслужбами в борьбе с протестом. Она уже точно имеет место. Может ли иметь силовое вмешательство, как это было в Украине, например, когда генерал Беседа в период Майдана вместе с Сурковым прибыли в Украину, в Киев. Вот, это было в период декабря, видимо, уже 2013 года. Да, конечно, естественно. И могут даже какие-то переодетые ехать оперативники и сотрудники силовых структур МВД-системы для того, чтобы сдерживать протесты. Они же в масках все ходят. Могут ли они спецслужбами помогать и даже устранять каких-то недовольных? Конечно, убивать могут. Могут ли они давать крышу, так сказать, говоря о том, что действуйте, не отступайтесь, если что, к нам уедете? Ну, конечно, Путин всегда гарантирует Иванишвили и всему руководству грузинской мечты крышу именно в Москве. Да, почему нет? А что нет? А как это мешает? Безусловно, и, конечно, это все решаемые вопросы. И они уже решаются, они уже взаимодействуют. И этот процесс уже идет ускоренным образом. Вот. Поэтому с грузинской мечтой теперь уже обычными средствами не справиться. Да, для этого нужно, чтобы на сторону протестующих, на сторону тех, кто выступает за евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию, выступила грузинская армия. А тогда дальше уже непредсказуемый процесс пойдет. Никто не знает. Если грузинская армия сметет грузинскую мечту, например, помешается ли Москва военным путем, это останется всегда загадкой. Никто этого не знает. Гарантировать, что там за Башара Асада, не за Башара Асада. Да, для Южный Кавказ представляет для Москвы стратегическую ценность. Грузия является таковым субъектом, который интересует Москву для продолжения ее экспансии империалистической в масштабах бывшего СССР как минимум. Безусловно. И в каком смысле это важнее, чем Ближний Восток и Сирия. В каком смысле, безусловно, потому что это совсем уже рядом. Сирия, в конце концов, знаете, она всегда была такой нелюбимым сыном, потому что там приходилось много усилий затрачивать, а эффекта ноль. Грузия – это другой вопрос, совершенно другой масштаб. Ну и политически это влияет, потому что если Грузия уходит полностью под контроль снова Москвы, это же определенный сигнал для других стран, что будет с Молдовой, что с другими. Так что нет, там, конечно, не отступится 100%. Марк Захарович, чтобы не поисчезали все, конечно, быстрее, но все мы над этими работаем, и не было их нигде. Господи, как тараканы везде порасплодились. Ну, работаем над их уничтожением. Спасибо вам большое, что вы работаете вместе с нами, всегда за ваше время, за ваши комментарии. Сегодня и всегда говорю вам спасибо и до новых встреч. Да, всем всего доброго и до свидания. До свидания, Марк Захарович. Марк Фейгин, правозащитник, блогер, адвокат. Ирина Узлова была вместе с ним. Друзья, спасибо, что провели с нами это время. Почти 11 тысяч человек работало вместе с нами в прямом эфире Ютуба 24-го. Поставьте свои лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь, пожалуйста, на Ютуб Марка Захаровича. Прямая ссылка в описании под этим видео. И на Ютуб 24-го нас 8 миллионов. Но всегда есть к чему стремиться благодаря каждому из вас. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.